Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду делать украшения вот из такого материала. Это кокосовые чипсы, как мы их называем. 14 миллиметров, 12, 10, 8. И такие же бусины по размеру, только из турквенита. Тоже есть у меня и 14, и 12, и 10 миллиметров. Я хочу сделать 2 или 3 украшения. Я посмотрю, сколько у меня получится, так как у меня поступил заказ сделать украшения на мой вкус. И я решила сделать несколько вариантов украшения, чтобы человек мог выбрать себе любое. Так как я хочу сделать одно украшение на мемори проволоке и другое будет у меня на ювелирном тросике. Ну и материал я буду добавлять другой, так как одно я хочу сделать украшение вот с такими бусинами. Посмотрите, они хорошо будут смотреться с чипсами. Другое украшение будет вот с такими бусинами и вот с плоскими. Конечно, я буду применять фурнитуру бронзового цвета. Вот такие у меня есть проставочные бусинки. Я их специально покупала для чипсов. И вот такие вот тарелочки. Вот такие вогнутые, интересные. Я думаю, будут хорошо смотреться. Еще я покупала вот такие пуговицы. Это уже 16 миллиметров пуговки. И я хотела сделать и с ними украшения. Если вам интересно, я покажу, как я их хочу поставить в украшения. Именно с двумя дырочками. Ну, сейчас начну делать украшения, наверное, первое на тросике ювелирном. И посмотрим, что у меня получится. Первое украшение у меня будет на тросике, и размер тросика, то есть длину, я выбрала примерно 60 сантиметров. Я не знаю, какое оно будет, как получится. И толщина 0,45 будет тросика. Тросик я беру золотого цвета. И хочу вот такую бусинку в центре поставить. Здесь, конечно, можно провести в любое отверстие тросик. Ну вот, чтобы по центру, надо еще правильно провести тросик. Я думаю, неплохо будет смотреться такая фурнитура. Ну и теперь можно поставить вот такие плоские бусины с двух сторон. И вот такие я начну ставить бусины турквенита. Это бусины 14 миллиметров. Ну и сейчас наберу я и буду показывать вам. Вот как я набрала бусинки. Впереди голубой турквенит. Разделила вот такими у меня. Были две такие бусины. Это пластиковые бусины. Они красиво смотрятся. Цвет бронзовый. И поставила 16 миллиметров бусины. Теперь мне надо ставить бусинки поменьше. Это 14 миллиметров. И так как у нас бусины плоские из чипсов идут 14 миллиметров, потом 12, а бусин 11 миллиметров нету. Здесь получается ступенька. Эту ступеньку нам надо как-то обыграть, поэтому, чтобы уменьшить потом бусинки, я ставлю бусину 12 миллиметров и начинаю потом набор уже не 14 миллиметров, а 12, чтобы вот этого перехода, вот посмотрите, вот переход, да, идут бусинки и вот такой переход получается. Чтобы этого не было, я ставлю бусинку здесь. Есть такие бусины, на нитке уже собраны, от больших до маленьких идут переход такой. И я никак не найду, в наличии нету на ярмарке мастеров. Я заказала, когда это придет, я не знаю. Интересно. Ну, а на сайте Алиэкспресс я таких не видела. Их можно расставлять, ставить между ними любую бусинку. И они идут прям идеально ровные. Нет переходов. Ну, а у нас продают, видите, кокос 12, 14 миллиметров. Нет такого, чтобы было 14, 13, 12 миллиметров. Вот это плохо. Ну и теперь я хочу здесь поставить бусинку поменьше. У меня будет уходить это все на меньшие бусины. Ну и продолжать буду. Вот я поставила бусинку. И вот эти ромашки решила поставить. Они красиво смотрятся на бусине.
Между ними, конечно, тарелочки вот эти вот. Чтобы плавно все смотрелось. Видите, и ступеньки это не видно. Так как, видите, 14-12 миллиметров они рядом так не смотрятся. Ну и между бусин я оставлю одинаковое количество бусин, чтобы гармонично смотрелось это пространство. И теперь еще меньше бусину я поставлю 12 миллиметров. И уже на уменьшение буду делать колье. Вот посмотрите, как получилось гармонично. На мой взгляд. Конечно, ваше мнение мне тоже интересно. Нашла я вот такие вот крючочки. Я их покупала очень давно, и я уже забыла про них. Здесь нет колечка. Вот такие вот мы раньше покупали. Именно уже с ответной частью. Здесь есть петелька. А эти у меня идут без колечка. И я хочу их поставить. Они более такие массивные, покрупнее, потолще. И как бы украшение нелегкое, такое массивное. Я думаю поставить именно такой крючок. И подобрала колечко. Такое крупное, 0,8, по-моему, миллиметров. Я думаю, будут смотреться эти крючочки лучше, чем маленькие. Можно и карабин поставить. Это уже на вкус клиента. Конечно, я буду прислушиваться. Если клиент захочет карабинчик, я поставлю карабинчик. Но, на мой взгляд, здесь этот крючок будет смотреться гармоничнее, так как украшение будет в стиле бохо. Теперь мне надо закрыть окончание трусика. Я поставлю кримпы, протекторы и, соответственно, вот этот крючок. Я не показываю, как я закрываю, потому что я уже показывала почти в каждом видео, как я это делаю. Просто набираю кримпы. Решила вот такую бусинку поставить еще. Потом протектор. Я 2 кримпа поставила для прочности, чтобы украшение держалось лучше и не порвалось. И потом поставлю двойные колечки. Я теперь ставлю двойные кольца. Они очень прочные и надежные. Точно не раскроются. И потом уже крючочек ставлю. Как обжимаю, я уже показывала бусину, как я обжимаю. Так, начинаю делать уже второе украшение. Здесь я хочу проставить вот эти бусинки. Сейчас я найду силиконовые заглушки. Вот такие у меня маленькие есть. Я оставлю ссылку. Я накупила разных размеров. И посмотрите, как хорошо они сюда заходят. И бусина не будет двигаться и плотно прилегать к мемори проволоке. Вот так продеваем. И она становится. И бусина, посмотрите, теперь вот этой стороной продеваем, она хорошо. Заглушка проходит. И вот так вот раз. И бусина, посмотрите, как стоит. И не двигается. И по центру. Вот так я сейчас наберу, сколько я хотела сделать бусин. И поставить вот такую одну бусинку. Наверное, 4 бусинки я поставлю впереди. Вот так. И вот так у меня получилось. Посмотрите, как идеально все держится. Не двигается. И я между бусин поставила вот такие кольца. Вот такие кольца я поставила между бусин. Здесь, я думаю, проставочные никакие не подошли бы. Я хотела, чтобы они смотрелись вот близко друг к другу. И соединение как бы прикрыто. Очень хорошо смотрится. И здесь я хочу в этом украшении применить красные бусины. Я думаю, неплохо будет смотреться. Это турквенит с красным цветом, леопард. Сейчас очень в моде леопард. Он, по-моему, из моды никогда не выходит. Есть у меня вот такие плоские пластиковые бусинки. Их совсем немного. И я поставлю их между дисками кокосовыми. И они будут немного проглядываться. И будет такая изюминка небольшая, на мой взгляд.
Ну и сейчас я это все соберу, покажу. Второе украшение тоже готово. На мой взгляд, неплохо смотрится леопард с красным цветом. Оригинально получилось. Здесь я поставила карабинчик уже, двойные колечки и такое интересное украшение. Теперь буду приступать к третьему украшению. Ну а третье украшение я хочу сделать вот с такими зелеными бусинками. У меня осталось 4 бусины. Я уже делала с такими украшения. Нашла я вот такую большую бусину. Тигровый глаз. Она, посмотрите, граненая, какая красивая. Бусина 16 миллиметров. И сначала я хотела вот эти бусинки поставить. Но думаю, надо что-то другое. Уже одинаковое не очень хочется ставить, так как можно придумать еще что-нибудь интересное. Я беру вот эти шапочки. Вот такие красивые я показывала вам. Я покупала для бусин турквенита крупных. Хорошо смотрится на турквените, но закрывает половина бусинки. Теперь можно их взять вот так, поставить друг к другу, и получается бусина. Я уже часто так использую разные другие шапочки. Интересно смотрится, так как здесь, видите, как пазлы становятся друг друга эти лапки. И это двигаться тоже не будет. Вот она крепко будет стоять. Здесь я в эти бусины не ставлю заглушки, так как здесь вот такие шапочки у меня. Они хорошо становятся в отверстия бусины. И бусина практически не двигается. Взяла я 2 тросика ювелирных 0,30 миллиметров. И сейчас я покажу, что я хочу сделать. Сейчас я надену бусинки, то есть эти шапочки, и сделаю бусину из нее. Потом, когда это закроется, это поставим все ровненько. И последнюю бусину я набираю. Вот так у меня будет впереди. Сейчас оно все равно будет двигаться. Я не буду на этом останавливаться сейчас. Возьму вот такую тарелочку плоскую, поставлю ее. Так, и где-то мои вот они пуговицы. С одной стороны они темные, с другой светлые. Я буду светлой стороной проставлять друг к другу. Вот эти бусины очень хорошо подходят к этим пуговицам. Почему? Потому что у них большое отверстие здесь, миллиметра 2 или 3. Видно вам, да? Так как у пуговки 2 отверстия, это имеет роль большую, что отверстие у этих бусин металлических крупное. И тогда легко собрать украшения можно. Вот так. Я буду проставлять эти бусины между пуговицами. Надеваем 2 тросика вот так в отверстие. И теперь я наберу количество, какое мне нужно. И вот так будет смотреться. Именно пуговки я так буду делать. Все украшения готовы. Давайте посмотрим, что же у меня получилось. 3 украшения из одного материала, но смотрятся все по-разному. Давайте с последнего начнем украшения. Вот такие бусинки у меня получились из шапочек. Посмотрите, как здорово они смотрятся. Тигровый глаз хорошо сочетается с зеленым цветом. И, конечно, пуговицы выглядят в форме бусин. Здорово, да? Как можно применить пуговки. Здесь у меня деревянная бусинка. И здесь, чтобы не было видно такого перехода, я поставила бронзовые бусинки. И здесь 4 бусинки, ромашки. Здесь у меня тоже вот такая застежка. Крючок хорошо будет держаться. Украшение это 53 сантиметра. Следующее украшение с турквенитом. Это уже 60 сантиметров получилось украшение. Самое длинное. Красиво смотрится турквенит с чипсами, да, с коричневыми. Оригинально получилось. Это украшение, мне кажется, можно надеть не только в стиле буха, но и под голубые джинсы, под белую маечку. Будет здорово смотреться, я думаю.
Ну, а это вообще шикарное украшение с леопардовыми бусинами и красным цветом. Хорошо подружились бусинки. Посмотрите, как здорово, да, смотрится? Такой чокер интересный. Под белую рубаху одеть будет. Шикарно выглядеть под джинсы. Здесь карабинчик я поставила. Посмотрите обязательно фотографии, как будет выглядеть украшение на мне. Ну а какое выберет клиент украшение, я не знаю, какое ей понравится. Ну а что останется, я выставлю в магазин на ярмарку мастеров. Если вас заинтересует, напишите мне. Ну, а я жду от вас комментариев. Мне интересно ваше мнение, что вам понравилось, какое больше. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. У меня много интересного впереди. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.